Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев на канале Астро Эспирационе. Таро прогноз, Таро расклад. Что случится, что произойдет в ближайшее время с 1 по 10 июня? События и возможные неожиданности в ближайшее время. Давайте узнаем. Конечно, сроки могут сдвигаться, не обязательно по 10, и у нас так начало, первые дни астрологически могут идти так, знаете, или в развалочку, или когда ничего не меняется, но вот какой-то момент X обязательно в июне будет. Просто тут мы все разные, у каждого как-то будет по-своему. Вот давайте узнаем, что же там скрывает будущее. Первые три карты, как три знака судьбы. Мы сделаем на колоде 78 дверей. Открыты двери или закрыты. Ну, где действительно рады вам, может быть, или что у вас получится так наиболее легко. А может быть, где-то нужно и осторожным быть. Вот давайте узнаем с вами. Пусть нам карты Таро раскроют вот это самое будущее. С чего начинается июнь? Первый месяц лета, мои дорогие львы. И продолжим другой колодой. Королевское Таро. Золоченое Таро, извините. Автор колоды Чиро Маркетти. Первый наш вопрос. Что вас удивит? Что будет неожиданно для вас? И, соответственно, с кем, с чем эти неожиданности будут связаны и что у вас прояснится. Что будет как бы в последующем, к чему приготовиться, что в течение месяца будет продолжаться. Ну и следующая карта, а что изменится? Где, в чем, в какой сфере жизни произойдут эти самые перемены? Что ждет в личной жизни львов в начале июня? И финансы. Также, что ждет моих дорогих любимых львов именно с 1 по 10, первая декада июня. Итак, первый знак судьбы, какое же будущее? Радость. Значит, есть что-то такое в вашей жизни, буквально с июня, то, что вас, ну, как переполняет радостью. Все-таки тут рождение чего-то нового. Ребенок рождается, да, ну, буквально. То есть вот эта купель, по сути дела, это как рождение. Поэтому для кого-то из вас это может быть как новое предложение, может быть все-таки кубки, эмоции присутствуют, может быть и какая-то встреча, которая внезапно произойдет, а у кого-то будет планироваться, а может быть даже это связано с трудом, с работой. Но тогда по работе, почему-то говорю, потому что больше для вас это период, ну, такой благополучный на заработки и на работу, на ваши достижения, на ваше творчество, хобби, на вашу карьеру, мои дорогие. Тут и по карьере можно получить тоже какой-то бонус. Может быть и материальный, кто знает. Вот посмотрите, тройка пентаклей, работа в команде, опять же, но по этой карте еще идет экзамен, экзамен жизни. А может быть, это сами по себе какие-то курсы. Возможно, вы узнаете, что вам понадобятся какие-то дополнительные знания, или освоить вам нужно методы, может быть, какие-то сервисы вам нужно освоить, но у кого-то это может означать как жизненный экзамен, момент перехода между прошлым и будущим. Это точно переход уж будет. И причем так, смотрите, аркан башня. Башня – это всегда структура, это какой-то порядок, который был в предыдущий период, и вот теперь это меняется. Может быть, это ваша организация жизни меняется, но все же по этой карте это может быть в средствах массовой информации услышанная новость. Это может быть новость, которая даже касается вашей, к примеру, работы, когда меняется руководитель или руководитель какого-то более низшего звена, с кем вы контактировали. Здесь может быть по башне такая новость, как шокирующая, будьте к этому готовы. Но для вас самое главное, что следует сказать, даже то, что для кого-то может означать башня, а для вас это радость. Здесь есть вот такие полярные эмоции. Здесь может быть такая ситуация, не было бы счастья, да несчастье помогло. И ведь и правда банально кто-то увольняется, а перед вами открываются перспективы. Или когда, словно, знаете, закрывается, захлопывается дверь в прошлое. Что я имею в виду? Может быть, какие-то даже изменения, которые приходят в вашу жизнь, не вы их инициировали. Меняется в вашем окружении что-то. Меняется у людей из вашего окружения. Но для вас в этом тоже определенно какие-то бонусы. Будьте внимательны. Когда выпадает аркан башня, как будто нам нужно действовать так, знаете,
быстро договориться с самим собой, может быть, почему говорю, то есть долго не раздумывать, потому что есть такое значение успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Ну, это то выражение, которое я всегда по этой карте добавляю, но я надеюсь, оно дает вам прочувствовать возможность, как вот острота момента, когда чего-то не упустить. Поэтому тут и проанализировать что-то придется, и действовать. Будьте к этому готовы. Как в новой обстановке, как будто вам придется научиться плавать. Второй знак судьбы. Луна. По Луне мы себя бережем, мои дорогие. И если вы оказываетесь в толпе, избегайте буквально толпы, вам в другую сторону. Если вы оказываетесь в коллективе, ну, бывает такое, да, какие-то конфронтации, коалиции, одна часть коллектива за, другая против, вот вам ни туда и ни сюда. Здесь ведь понимаете, такая отчасти философская карта. Вот именно здесь 78 дверей. Если в предыдущих картах или в предыдущей позиции первого знака зодиака, вот что для вас означает радость, закрытых дверей нет, то здесь дверь закрыта. Но в эту закрытую дверь должны попасть вы сами. Где-то это может быть начало и продолжение какой-то истории, какого-то жизненного сюжета, когда поначалу действительно нас так это что-то выбивает из колеи по аркану башня, да, или ставит в тупик. А тут ведь, по сути дела, два момента, даже три. Первый, что-то быстро не пойдет. Беременная девушка прогуливается по берегу. Ей придется ждать, да, то есть это тот срок, который мы ускорить не можем. Вот эта дверь, как я сказала, второй момент. Нам нужно туда попасть, потому что это место нашей безопасности. Вот вы свою независимость и безопасность. Это тема номер раз начала июня. Более того, дверь такая под наклоном. Художник изобразил дверь в Пизанскую башню. Представляете, да? Мы знаем, кто-то скажет, да, она падает. Ну, падает она веками. Ну, наверное, еще веками будет падать, но тем не менее стоять. Даже то, что нам кажется падающим, тем не менее нам вот именно нужно за эту дверь, как место нашей безопасности, попасть. И третий момент. Хамелеон. Вам придется договариваться с хамелеонами. Вот будьте к этим трем моментам. Тут в одном знаке сразу три. Будьте готовы. Договариваться придется, влюбленная. Нам говорят, сепарация только иллюзия. Кстати, у кого-то может проиграться ведь очень хорошо по аркану Луна. Со знаком плюс эмпатия, чувство, любовь, нежность, ласка, вопросы дома. Ну и влюбленная, сама любовь. Но есть и выбор. У кого-то мы все разные. Опять же, у кого-то это будет связана какая-то непростая ситуация по работе. Но тут, как и в личной жизни, особенно для людей, которые в паре, может быть, семейные, но есть вы не один и не одна. Тут есть какое-то очень интересное продолжение. Но, может быть, взаимодействовать придется в не совсем такой проясненной обстановке, потому что по Луне это сумерки. Третий знак судьбы. Вот не замечтаться. Иногда ведь тройка, семерка, извините, мечей, карта вора, да? Но тут ведь именно нам больше показывают о том, что нам нужно действовать, причем совершенно по-другому. Как будто стать реалистом в один момент. Девушка рисует открытую дверь взамен вот этой закрытой в реальной жизни. Здесь эта карта не исключает, кстати, того, что мы действительно чего-то не видим. А вот две карты уже однозначно, мои дорогие львы, можно рассматривать как предупреждение. Обратите внимание, человек, который очень хорошо сложен, торс у него сложен великолепно, как у атлета. Но вот нам показан с палочкой, с тростью и в очках. По крайней мере, позиционирует себя человек так, как слепой. Но по какой-то причине он проходит мимо. Именно мимо какой-то двери. Возможно, вот над этой картой нужно поразмышлять, что это значит для вас. Либо это вы, как будто в каком-то месте назначенном, да, вы там окажетесь, или вы там должны быть, но не включаться в какой-то вопрос. Да, чтобы при случае потом сказать, да, я там был, я видел или видела, я, в принципе, в курсе какого-то дела. Но, может быть, и вам самим словно придется надеть шапку-невидимку. Мы ведь не знаем, но я начала с того, что человек хорошо сложен. И должна сказать, ну, такой физиологический момент, может быть, и медицинский из опыта.
Люди, которые плохо видящие, у них, ну, все же у большинства вынужденное положение тела. Здесь нам по человеку художник этого абсолютно не передает. Как будто он, мы можем предположить, как один из вариантов. Человек прогуливается, потому что ему тут нужно находиться, но он не хочет быть узнанным. И 7 мечей мы говорим карта вора или карта хитрости обмана. Будьте внимательны. Что это? С деньгами будьте внимательны. Конечно, мы тут рискуем потратить хорошую сумму, а может быть, мы и рискуем тем, что мы можем упустить какую-то хорошую возможность по карьере, по должности и по последующим заработкам. Возможно, вам придется договариваться по части личной жизни. И я тоже не исключаю. И знаете, тут ведь иногда 7 мечей, карта манипуляторов, манипуляций, если мы говорим хитрости. То есть это может быть как и с другой стороны, в отношении вас. Но может быть и вам, мои дорогие, вот да, как будто быть неузнанным. Или вот совершенно необходимо с каким-то человеком держать в фокусе внимания вашу основную цель, а ориентироваться по ситуации. К примеру, как пошел разговор или как сложилась какая-то обстановка. Может быть, кому-то как выкручиваться придется. Вот я тоже такого не исключаю. Самое главное, как будто тут вот есть для чего. В центре есть внимание к финансам. Ну и на всякий случай будьте внимательны к кошелькам, к сумочкам. Ну, не можем мы тут так абстрагироваться, экзальтироваться и находиться на своей волне. Нам нужно все подмечать. Нам нужно быть очень внимательными. И, кстати, у вас будет великолепно работать интуиция. Что вас удивит? Что будет неожиданно? Вот смотрите, по справедливости всегда причина и следствие. Здесь может быть такой момент, вот посмотрите, особенно с первым знаком, когда вы что-то сделали хорошо и неважно. Пусть эта вселенная нам теперь пытается словно вернуть долг, но руками других людей. Вот есть тут такое, да, причина и следствие, то есть по справедливости, как по судьбе мы говорим. Поэтому здесь может быть и какой-то бонус. Но точно так же, видимо, период такой, начало июня, когда нам может судьба вернуть как на доработку какую-то нашу ошибку. Возможно, исправить буквально какой-то документ. Тут прямо сама фортуна действует в согласии со своим, как небесным расписанием. С чем это связано? Вот у вас будет серия событий, которые вас буквально пытаются вывести из искаженного восприятия. Вы долгое время как будто или закрывали на что-то глаза, или действительно вы чего-то не видели. Поэтому вы тут можете узнать какую-то правду. Может быть, эта правда будет связана с человеком. Вы можете узнать, что меняются законы, меняются руководства, но тут у каждого как-то по-своему. Я не исключаю, что и вам придется делать какие-то визиты. Кстати, по скорости карта башня и карта колесо фортуны где-то совпадают. Именно по скорости. Мы не можем чего-то отложить на потом, мы не можем чего-то проигнорировать. И вполне вероятно, то, что вы даже услышите, или как сложится вот в реальной именно жизни, понимаете, 2 старших аркана, это приходит извне, от людей, от ситуаций, от обстоятельств. И вот здесь, смотри, в оба. Не упусти для себя какой-то, ну вот как вибрирующий момент. А тебе, Лев, надо его переложить со знаком плюс. С чем или с кем это будет связано? Победа. Ну вот если и была какая-то конфронтация, тут, может быть, поэтому нам и говорят, ну так вот бывает, да? Конфликты бывают на работе, увы, ну такое бывает. То тогда для вас дважды бонус, когда вы ни к одним и ни ко вторым не примкнули, тогда больше побед у вас получится именно когда как ситуация прояснится. Но, может быть, это вот я говорю, а вы уже, в принципе, понимаете, о чем, да, в какой сфере жизни можно отнести вот эту победу. Ну, хорошо, давайте все-таки мы еще неожиданные контакты, с кем, с чем. Это ваша победа. Причем победа в одиночку, аркан-отшельник. Причем вам никто не мешает, но от вас требуется мудрость. От вас требуется, может быть, даже не столько участия, а может быть, мои дорогие львы, точно вы окажетесь как 7 жезлов. Это когда вы всем будете нужны.
Или, как знаете, кто-то будет переводить стрелки на вас. Вот я такого тоже не исключаю. Или пытаться вас стягивать во все подряд вопросы. Отшельнику вообще все равно. Он мудрец. Ему все равно, что о нем думают. И даже если кто-то ему поет дифирамбы, ему все равно. Он понимает, сегодня ты мне дифирамбы, а завтра ты мне какие-то гадости будешь говорить. Или пусть это будет даже связано, когда отшельник слышит какой-то минус или что-то не очень лицеприятное, ему тоже все равно. Потому что вот это, как, знаете, фраза «я на своей волне». Вот, пожалуй, для вас номер раз на начало июня. Потому что тут по семерке всегда есть и люди, которые от нас чего-то хотят. А карта ведь говорит, силы не равны, отступи. Ты сейчас важен, сам для себя, лев. У тебя на кону победа. Поэтому чем меньше мы, может быть, включились некоторые вопросы, которые вам не нужны. Здесь не количеством вы берете, а именно качеством. Но к чему же приготовиться, к чему все это идет в течение июня? Приготовьтесь, что в последующем вы узнаете какую-то новость, и вам придется несколько корректировать собственные планы. С чем это связано? Потому что, а ведь и правда, кто-то может пытаться вас тянуть, вот какие-то распри, хочется сказать, потому что по пятерке пентаклей мелкая карта. Кто-то в какую-то машинную возню вас может пытаться втягивать, мои дорогие. Но есть какие-то персоны, которые могут завидовать, кстати. Есть персоны, которые, знаете, как не говорят, до поры-то времени затаились. А вот вам придется как будто и достичь взаимопонимания, или не создать как минимум какой-то конфронтации, и одновременно себе минусов по финансам тоже не доставить. Или не сложить какую-то такую историю, чтобы потом вы могли о чем-то сожалеть. Вот для того, чтобы я больше вижу, вам уйти от двух пятерок. Недостаток приятных эмоций, недостаток, как я говорила, взаимопонимания финансов. Вот для этого вам как пора сворачивать. Ну, я условно говорю. По пажу мечей я чаще так и говорю, как будто представьте, вот этот меч, да, это как направление. Вот вы прошли половину какого-то пути, и словно в какой-то момент, вот как вы идете, может быть, по лесной тропинке, и вы идете в одиночку, вот как этот отшельник. Никого в сопровождающих нет рядом. И вдруг на какой-то момент вы совершенно отчетливо, ну, считайте из разряда инсайт или осенило, да? Вы понимаете, нет. Вот сейчас именно я должен действовать как-то по-другому. Поэтому я говорю сворачивать. Как будто несмотря на то, что вы острие меча, посмотрите, два голубя сидят. Это где-то нам подсказка, что вам, мои дорогие, придется договариваться, но и как будто мы меняем свое направление. Вот приготовьтесь, наверное, что у вас много времени не будет. Я об этом уже несколько раз сказала. Потому что две карты скорости. Не упусти шанс. Вот о чем говорят карты. Ладно, давайте узнаем, а что же будет меняться. Ну, с одной стороны, где-то карта говорит, если ты упустишь время, меняться ничего не будет. Ты так и останешься, ну, где-то в своих мыслях, предположениях. А может быть праздник. Так а что же будет меняться помимо вас? Здесь будет еще очень много перемен. Вы столкнетесь с людьми, которые вас будут к чему-то агитировать, призывать. Другие вам будут что-то доказывать. Третьи – обещать и не исполнять. Вот к этому вы будете готовы. Почему? Потому что какая-то турбулентность будет вокруг вас. Она не вами инициирована, повторяюсь. И она, вот эта обстановка какая-то, когда все встало с ног на голову. Вот такое впечатление. Будьте просто к этому готовы. И, может быть, это вот ваша позиция, ваши качества как раз и раскрываются по максимуму. К вам могут обращаться. Потому что вас видят лидеры. Вот я этого тоже не исключаю. Поэтому и карта победителя. Поэтому тут есть и по работе. О, ну да, конечно, карта мага. Я, конечно, не исключаю, что будет меняться. Вот не было бы счастья, да несчастья или какая-то катавасия, какая-то сложность вам именно помогает, как ни странно. Но у кого-то что будет меняться, или где, в чем, в какой сфере жизни. Опять же, аркан маг, сказать сложно, все стихии в руках. Но ведь я не исключаю, что может быть знакомство с таким человеком или более тесный контакт, да, который тоже весьма такой манипулятор искусный. Но и вам, ведь мы на вас смотрим.
Вам как будто нужно быть с этим человеком на одной волне, не терять самообладание. И вот прежние какие-то методы тут у вас не сработают, потому что по этой карте, опять же, человек вам не говорит, что он намеревается делать. Вам никогда не расскажет о своих планах, причем самых главных планах, но где-то увиливать будет. Но, видимо, у вас создается вот такая, как короткий период такого прорыва, которым вы должны воспользоваться по максимуму. Или, если не воспользуетесь, вы потеряете время. Вот может быть начало июня, может быть и до половины июня. Где-то у вас будет то время, когда, ну понятно, мы проанализировать что-то должны, но не думай слишком долго. Наш мозг по подсказкам ученых-физиологов в течение 15 секунд принимает решение. Представляете, 15 секунд. А мы можем думать 15 дней, 15 недель, да? Ну вот здесь где-то убыстрить момент логического мышления и критического заодно. Что ждет в личной жизни? Ну, для тех, кто в паре, тут, в принципе, ничего не меняется. По двойке жезлов это, в принципе, как было в ваших отношениях прежде, то так оно и остается. Ну, что еще? Король кубков. Может быть, правда, для тех, кто в паре, это люди, которые наши близкие, может быть, супруги, может быть, и родственники, значит, дела о семье. Возможно, это есть конкретная персона, которая рождена под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион. А тут у вас еще один король выпадает. Вот когда два короля и более, вы можете обращаться в какие-то инстанции, вы можете решать у кого-то вопросы, возможно, связанные с ремонтом, или вам нужно переоформить по жилищу какой-то документ, или подписать, может быть, да, или платежи. Возможно, это связано с банками, да, ипотечными кредитами. Вот я что-то такое больше на материальном уровне и то, что вам хорошо знакомо. Но вот как два короля и больше – это, знаете, тоже несколько иной уровень. У кого-то проиграется как через специалистов, да, узких, которых вы можете пригласить для помощи, или это может проиграться через документы. Ну, а для кого-то это просто ведь много людей, много родственников, какие-то люди, которые вхожи в ваш дом. И, в принципе, если мы говорим о личной жизни, да тоже скучать будет некогда. Вы можете узнать, кстати, о каком-то человеке, что у него даже, да, что-то получилось осуществить. Может быть, и вы кому-то помогали, да, одному вот из двух вашим, ну, как близким людям. Здесь я не исключаю, что какой-то человек может принять окончательное решение по части взаимодействия, может быть, да, потому что десятка, изящная завершение. Но тогда и у вас какая-то история, но, может быть, и тягостная, а может быть, и не очень. Здесь может завершиться. Будьте готовы к тому, что вы, правда, можете о ком-то узнать как окончательное решение. И это будет для вас тоже неожиданно. Может быть, это решение будет каким-то образом. Тоже, смотрите, даже то, что вы узнаете, к примеру, о человеке, что он что-то передумал, может быть, из вашего именно ближайшего окружения, от родственников, изменились планы. Тут и эти факторы влияют на нас, на каждого, потому что, ну, вот у нас сейчас такой период. Но сказать, что для вас это как-то будет тяжело, я не могу, потому что тут у вас уже новые интересы, как будто одно завершается, а другое начинается. Вот так буквально. И ведь это карта шанса. Это карта денег, между прочим. Может быть, это как решение какого-то вопроса, либо вами, а может быть, каким-то близким человеком, который тоже, вот у него как дела в гору идут, а какое-то прежнее, такое сложное состояние, оно заканчивается. Но это все равно каким-то образом будет оказывать влияние на вас. Финансы, что ждет вас именно по финансам? Ух ты, так вот как интересно. Конечно, по аркану императрицы для вас, мои дорогие девочки, не важен возраст. Вы тут наиболее ресурсны, хотя я не исключаю, что это могут быть контакты, ну, может быть, со старшими родственниками или, может быть, и начальство. Все-таки это карта статусная. Мои дорогие мужчины, это важная женщина в вашей жизни. Может быть, очень ресурсная женщина, я такого не исключаю, которую вы видите именно,
Ну, вы с ней можете планировать или планировать личную жизнь, например. А может быть, это действительно ваша супруга или, ну, может быть, и ваша мама. Тут ведь по-разному бывает. А может быть, и руководитель проекта. Есть какая-то женщина, которая именно теперь, ну, ресурсная и на финансы тоже. Тут какой-то судьбоносный момент вам придется решать. Это для мужчин. Ну и для вас, мои дорогие девочки, тоже. И правда, тут могут быть какие-то оформления. По верховному жрецу ведь это проходит как структура, порядок, закон, правила, менталитет даже, да, то, что принято в обществе. Может быть, у кого-то из вас, ну, с учетом вот тут арканов таких, вопросов в суде. А может быть, это что-то планируемое такое, да? Или договориться придется как медиаторство. Ну, два старших аркана тут у каждого по-своему что-то будет. Но я могу сказать, что прекрасное время задуматься о деньгах более серьезно и на совсем другом уровне. Построить карьеру и таким образом тоже увеличить финансы, жалования. Иерофант нищий не бывает, как известно. Но тут опять же, как по судьбе, как-то так складывается обстановка, обстоятельства, что... Кстати, тут может быть такая история, когда вы будете сохранять финансы, потому что, ну, так, опять же, сложилась обстановка. Для кого-то из вас, мы ведь всегда по этой карте, это карта жадины, удерживаем. Иногда это карта ревности, когда мы не хотим с кем-то делиться, да, тоже где-то придется удерживать. И, может быть, и с вашей позиции вы тоже как будто что-то не отпускаете или вынуждены именно сохранять. Вот тут у каждого, наверное, по-своему. Но тут во взаимодействии с людьми, и я тут вижу, как и по работе, обстоятельства будут как-то интересно складываться. Но точно так же у кого-то может проиграться и в личной жизни. Мы все разные. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации на моем сайте. Ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.